Рада приветствовать подписчиков и новых зрителей на канале и в своем летнем саду. Сегодня расскажу про то, как создать красивый розарий по цветовому сочетанию роз. Все мои сорта на видео будут подписаны. Можно визуально посмотреть, как они смотрятся в саду. Розы очень молодые, им всего полгода или год, поэтому очень строго не судите. Розы на второй-третий год показывают себя. Розарий — это вообще визитная карточка хозяйки сада. И вы в нем художник. От того, какую палитру используете, зависит настроение и гармония в вашем саду. Если вы не коллекционер роз, и перед вами не стоит задача скупить все сорта мира, это просто невозможно. Красивые розы появляются, новые уходят в прошлое. Старые сорта, но невозможно все посадить себе в сад. Поэтому надо клумбу делать раз и на долгий период. Подойти к этому ответственно. Предлагаю попробовать создать красивый розарий, как это делают ландшафтные дизайнеры. Скажу сразу, что мои клумбы, конечно, далеки от идеала, но я на пути к этому. Допускала ошибки, о которых, может быть, расскажу вам. Ну и многие из вас при выборе роз тоже, наверное, руководствовались спонтанными порывами покупок, выбирая зимой сорта в каталогах питомников, а на клумбы уже по факту миксовали их. Так делать, конечно, не надо. Все должно быть по списку, по плану. Ну, на то мы и люди, что мы поддаемся эмоциям. Сейчас самое время спокойно, без фанатизма выбрать те розы, которые станут настоящим украшением ваших клумб, а не разочарованием. Бывает, что ходишь по саду и думаешь, ну куда же эту красавицу посадить? И тут ей места мало, и там солнышко только вечером. Бывает, что неуместно по цвету вообще в розарий, куда ее планировали. Или яркая, или бледная, или темная, или сильно светлая. В общем, я расскажу об основных правилах, которые за эти 3 года создания своего сайта я узнала. Может быть, что-то вам и пригодится. В Японии существует понятие любования цветами, розами, цветущей сакурой или другими цветами. Любоваться — это получать визуальное удовольствие от гармоничных сочетаний оттенков и плавных переходов. А еще у них говорят, что меньше лучше. Применим его к розарию. Поэтому для начала давайте вспомним, какой любимый ваш цвет. Один любимый. Ну ладно, 2. От них и будем плясать в наших розариях. Монохромные сады всегда вне конкуренции и, конечно, стоят на первом месте по совершенству. Когда я решала, какой будет цвет в моем саду главный, насмотревшись дорогих, стильных и изысканных английских садов, хотела чисто белый розарий, монохромный. Решила все, только белые розы, гортензии, хвойные, белые и зеленые. Сочетание классика. Уже стала розы подбирать, по группам их миксовать. Но, знаете, посидев несколько дней, помиксовав их туда-сюда, я поняла, что мне уже скучно. Только белые цветы — это не мой вариант оказалось. Никого я, конечно, не отговариваю, вы выбирайте свой комфортный цвет.
Белые розы – это лист белой бумаги, на котором вы, как художник, рисуете свои картины сада. Если добавить к белым один какой-нибудь цвет, такая клумба уже будет стильная и яркая. Не монохромная, но стильная. Белый с одним каким-то цветом. Разбавить его. Хорошо смотрятся белые сады монохромные с синими какими-то однолетниками. Лаванда, лобелия, котовник. Но надо учитывать, что это холодные цвета. Не всем они подходят по темпераменту, вот какой вы человек. Мне в холодном саду некомфортно, допустим. Но в нем своя атмосфера, они очень стильные. Белые или синие, вот гортензии синие. Можно подкрашивать. Такой сад чисто синий, зеленая листва синий, очень стильный. Но ваш ли это сад? Подумайте. В общем, мне в моих розариях хотелось теплых и не сильно ярких оттенков таких. Первая моя клумба была бело-розовая. Состояла в основном из английских роз, потому что это их основная цветовая гамма. Дэвид Остин в основном розы в розово-кремово-белых таких тонах. Позже я уже решила добавить яркости, посадила оранжевые, желтые розы. Для желтых роз идеальное сочетание с сиреневым и фиолетовым. Ну, в свой сад изначально я желтый вообще не хотела, даже не рассматривала. И у меня лилейник желтый был, я его выкопала и куда-то пересадила, уже не помню. Но когда я увидела розу Gloria Day, прям вживую увидела в питомнике Golden Celebration, я решила, что нет, они должны точно быть в моем саду. И взяла, создала для них отдельную клумбу. Желтые розы. Покажу вам летом, когда будем гулять. Это, кстати, один из способов создать красивую клумбу. Одного цвета. Сейчас расскажу вам секретный прием ландшафтных дизайнеров. Секрет идеальных их композиций состоит в том, что для своих вариантов клумб они используют цветовой круг Итона. Вот маленькая диаграмма, я ее потом больше покажу. И триадные цветовые палитры. Давайте попробуем разобраться, как это работает, и станем немного дизайнерами. Чтобы выбрать идеальное сочетание роз по цвету и эффектно скомбинировать их с другими, надо правильно сочетать отдельные цвета между собой. Так в голове сразу не придумаешь, красиво это, некрасиво будет, вот поэтому часто ошибки допускаются. Для составления красивых розариев можно воспользоваться таблицей сочетаемости. Белый и зеленый – это нейтральные цвета, базовые. Они комбинируются между любыми другими и разбавляют их. К ним можно добавить розы абсолютно разных оттенков, но одно условие – только 1 или 2 или 3, максимум 3 даже не надо цвета. Кстати, маленький лайфхак. Если вам кажется, что ваши розовые розы бледноваты, каламбур такой, смотрятся в розарии, посадите опять же тот котовник, лобели или лаванду. Смотрите,
как сразу заиграли. Это касается только розовых роз. С желтыми они сочетаются сами по себе на контрасте, а розовые подчеркивают, преображают клумбу. С желтыми сиреневыми аналогично. Это, кстати, правило круга Итона. И ландшафтники это знают. Значит, примеры использования. Смотрим, если мы диаграмму 2, 3, 4 цвета. Если 2 цвета, они должны быть противопоставлены на кругу, то есть линию провести ровную. И в цветовой палитре противопоставленные цвета. Сочетание выглядит тогда контрастным, но некоторым такие клумбы нравятся. А цвета подчеркивают друг друга и усиливают насыщенность цвета. Ну, такой вот, где одна линия, третий номер. Такой способ смелый для таких рисковых садовниц. Лучше всего вот так контрастно смотрятся насыщенные оттенки. Например, красный и белый. Ну, на круге белого нету, но контраст. Фиолетовый и желтый. Тоже, если проведете линию, увидите, что это контрастные цвета. Из-за этого клумба бомбически смотрится. Триадные – это сочетание 3 цветов. Это сочетания, которые по треугольнику можно прочертить треугольник в этом круге и подобрать цвета, какие можно в розарий посадить. Выбирают один тон, проводят от него линии, допустим, какую-то розу, вы совершенно не можете от нее отказаться. Проведите линии, чтобы получился треугольник с одинаковыми сторонами, и получилась композиция. Эта композиция будет хорошо выглядеть, даже если насыщенные и ненасыщенные сочетаемые цвета вы используете. И еще одно правило по этому кругу. Это когда мы 2, 3, даже 4 тона можем использовать, но на цветовом круге они идут последовательно. То есть от желтого к оранжевому, красному или в другую совершенно сторону. Такая цветовая схема выглядит спокойно. Она, располагает, успокаивает даже. В этом случае используются приглушенные оттенки с небольшой насыщенностью, такой спокойные. И 4 сочетания цвета. В этом спектре цветов 1 тон выбирается основной, а 2 добавляет его, и 4 акцентный, акцентирующий. Для выбора расцветок по квадрату выбирается прямоугольник или квадрат. Чертите на этом круге Итона и подбирайте цвета. Все кажется просто. Ландшафтники, они такие хитрые. Вообще ваш сад – это ваши правила. Создавайте свои розарии с любовью, и главное, вовремя остановитесь при заказе новинок. О составлении красивых гармоничных клумб по срокам цветения роз, по группам роз, по форме цветка – это отдельное видео. Я, наверное, сниму, потому что сильно длинное получится и много непонятного. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. До встречи в нашем саду. А сейчас зима. Розы посмотрели, а сейчас зима. До встречи.